Гепард заметил одинокую антилопу и стал наблюдать за ней, прячась в высокой траве. Антилопа не подозревала об опасности и приближалась к хищнику, облегчая ему задачу. Когда антилопа подошла достаточно близко, гепард моментально бросился к ней. Он стремительно преодолел высокую траву. Антилопа резво развернулась и со всех ног поскакала прочь. Но шансов оторваться от хищника не было. Гепард едва касался лапами земли, мощные мышцы перекатывались под шкурой, помогая животному разогнаться до неимоверной скорости. Гепард стремительно нагонял антилопу. Хищнику оставалось несколько мощных рывков. Финальный прыжок. Зверь уже обнажил клыки, готовясь сомкнуть их на шее добычи. Но тут что-то ухватило его за лапу и сильно дернуло. Хищник упал тут же. Лапу прострелила острая боль. Животное испуганно зарычало. Антилопа, не веря своему счастью, быстро ускакала прочь. Гепард попробовал подняться, но что-то крепко держало его за лапу. Конечность зажата в стальных тисках капкана. Животное отчаянно задергало лапой, пытаясь избавиться от ловушки. Но от каждого движения становилось только больнее. В конце концов гепард замер, превозмогая боль. Животное внимательно осматривало капкан. Хищник попытался разгрызть ловушку, но зубы неприятно скользнули по разогретому на солнце металлу. Зверь проверил на прочность цепь, которая удерживала капкан, но и она не поддалась острым клыкам. Гепард снова и снова пробовал вытащить конечность. Однако удача отвернулась от него. После многочасовых попыток освободиться, измученный зверь устал и лег на землю. Животное оставалось под палящими лучами солнца без воды и пищи больше суток. Недалеко уже начали кружить падальщики, предвкушая для себя роскошный пир. Но, прежде чем птицы решились на активные действия, саванну разрезал новый неприятный звук. К ловушке подъехала машина, из нее вылезло несколько мужчин. Они немного удивленно рассматривали попавшегося гепарда. «Это должна была быть антилопа», — обиженно заговорил человек. «Там хоть мясо вкусное. А с этим что делать? Можно продать», — предложил другой. «Гепардов часто покупают иностранцы». Все браконьеры согласились. Поэтому мужчины подошли поближе. Животное, конечно, ослабло, но не собиралось отдавать свою жизнь на милость незнакомцев. Гепард привычно замер, намечая добычу, а потом резко бросился вперед, вонзая зубы в бедро одного из браконьеров. Мужчина заорал от боли. Хищник разорвал артерию, поэтому трава вокруг быстро стала красной. Напарники подхватили браконьера, быстро поволокли его в машину. А один из мужчин решил отомстить животному. Он сильно ударил зверя ногой по голове, отчего гепард отключился, а затем принялся наносить один за другим удары по телу животного. Браконьер вынул нож, ударил в живот зверя и хотел окончательно лишить его жизни. Но напарники закричали, привлекая его внимание. Вдали клубилась пыль, кто-то ехал в том же направлении. Поэтому нужно было быстро удирать. Кроме того, раненый мужчина с каждой минутой становился слабее. Контрабандисты уехали вовремя. Таинственные машины оказались боги-смотрителей национального парка. Их глазам предстала ужасающая картина: гепард медленно умирал от полученных травм. Смотрители освободили лапу от капкана и быстро перенесли зверя в машину. Они оставили свои намерения догнать контрабандистов, вместо этого сосредоточили свои усилия на спасении зверя. Гепард яростно цеплялся за жизнь, находился в сознании всю дорогу. Чтобы не пугать животное и не провоцировать его на нападение, рейнджеры замотали голову хищника в форменной куртке. Зверь не видел происходящее, не мог укусить. Но от этого боль и страх не проходили, силы стремительно покидали мощное тело. К тому времени, как машина остановилась у центра с ветеринаром, животное почти полностью отключилось. Гепард не помнил последующих событий, для него все происходило как в бреду. Голоса доносились словно издалека, что-то кололо его, чужие руки переворачивали тело. У зверя уже не было сил реагировать. Когда гепард достаточно пришел в себя, он обнаружил прямо перед собой группу людей. Инстинктивно животное оскалилось и махнуло когтистой лапой.
На большее сил не хватило, но людей такое проявление агрессии только порадовало. Они боялись, что зверь после сильных ранений совсем отключится. К счастью, кость на лапе после капкана чудом осталась целой, пострадали только мягкие ткани, и они должны были полностью зажить через пару месяцев. Удар по голове привел к легкому сотрясению. Самое опасное оказалась ножевая рана в живот. Ветеринары удивлялись, как браконьеры не задели жизненно важных органов. Однако и то, что они сделали, могло стоить гепарду жизни. Животное оказалось самкой, нож прошелся в миллиметрах от детородных органов. Врачи зашили раны, но боялись, что зверь никогда не сможет выносить детенышей. Об этом случае узнали по всему миру. Несколько столетий назад гепарды жили по всей Африке и на большой территории Азии. Позже люди выжили животных из привычных мест. Фермеры массово истребляли хищников для защиты своего скота. Браконьеры добывали красивый мех для шубок и сумочек заморских модниц. Гепардов вылавливали в возрасте котят, чтобы продать европейским любителям экзотики. Очень скоро от былых мест обитания зверей остались ничтожные островки. Гепарды оказались под угрозой вымирания, и только тогда люди обратили на них внимание. Теперь в различных частях света работали заповедники по выведению животных в искусственных условиях. Рожденных котят адаптировали к дикой жизни и выпускали на свободу. Каждая самка ценилась на вес золота, поэтому к крайне больному животному приехала целая делегация. Здоровье зверя вызывало опасения, поэтому люди решили оставить гепарда под наблюдением. Хищницу перевезли в один из центров по восстановлению численности. Там за зверем постоянно наблюдали ветеринары. А как только самка почувствовала себя лучше, ее перевели в большой открытый вольер. Гепарда назвали Мелани. За животным тщательно следили, но подходить близко не рисковали. Мелани запомнила жестокость браконьеров, поэтому агрессивно реагировала на любого человека. На то, чтобы гепард перестал набрасываться на сотрудников центра, ушло 2 года. Зверю приставили нового ветеринара. Он появлялся возле гепарда каждый день, подолгу наблюдал за животным, и постепенно хищница привыкла к мужчине, терпела его в своем вольере, хотя близко не подпускала. Мало-помалу восстанавливалась, поэтому ее вписали в программу восстановления популяции. Вот только животное плевало на благие намерения людей. Смежный со зверем вольер запускали разных самцов, но Мелани совершенно не обращала на них внимания. Все надежды и усилия людей шли прахом. В отчаянии они предприняли последнюю попытку. Связались с рейнджерами в Намибии, откуда была родом Мелани, и попросили помощи. Те выслали самца по имени Боб. После акклиматизации гепарда поместили в вольер рядом с самкой, и случилось чудо. Боб понравился Мелани с первого взгляда. Она терлась о забор, который разделял вольеры, и не спускала взгляда с новичка. Гепард отвечал взаимностью. Когда перегородку убрали, животные радостно бросились друг другу навстречу. Такое нехарактерное для недоверчивой Мелани поведение могло объясняться только одним: гепарды знали друг друга раньше. Через несколько дней стало понятно, что самка забеременела. Сотрудники центра обрадовались, но ветеринар не разделял восторгов. Он отлично помнил ранение в живот, которое оставили браконьеры, поэтому очень переживал за Мелани. Хищница стала раздражительнее, а один раз и вовсе набросилась на работника, который принес ей пищу. Мужчине пришлось кинуть фарш прямо в морду зверя. Пока гепард стряхивал еду с глаз, работник поспешно выскочил из вольера. После этого к Мелани никто не рисковал заходить, а ветеринар вел свои наблюдения исключительно снаружи. Живот гепарда с каждым днем становился больше. Под конец 3-го месяца люди соорудили большую деревянную коробку, на дно постелили солому, а по углам установили камеры. Мелани понравилось темное закрытое убежище, поэтому много времени она проводила там. Первый котенок появился на свет рано утром. Сотрудники центра внимательно следили за событиями на камерах, но не спешили вмешиваться. Разъяренная мать могла убить любого, кто появился бы в этот момент. Котята появлялись неспешно. К 5-му малышу
Мела была полностью истощена. Гепард тяжело опустился на подстилку из соломы. Малыши тут же слепо подползли ближе в поисках маминого живота. Люди выдохнули, самое опасное позади. На камере было видно, как 4 котенка нашли Мелани, но 5-й все никак не мог доползти до нее. Ветеринар вызвался осмотреть животных. Он прекрасно понимал, что рискует жизнью. Мужчина осторожно приблизился к убежищу гепарда. Мелани окинула ветеринара недовольным взглядом, но не оскалилась. А потом и вовсе сделала то, что поразило людей. Самка откинулась на спину и перевернулась так, чтобы дать доступ ветеринару к детям. Видимо, она поняла, что человек хочет помочь. Мужчина тут же принялся за дело, проверил саму молодую маму, взял анализы у котят и взвесил их. 5-й детеныш выглядел самым слабым. У него была огромная голова и непропорционально маленькое тело, отчего даже ползти зверьку удавалось с большим трудом. Мелани неотрывно следила за движениями человека. О том, чтобы взять малыша на осмотр, не было и речи. Ветеринар вернул всех котят на место и тихонько удалился из вольера. Почти сразу вымотанная самка уснула. На камерах было видно, как 5-й малыш внезапно начал задыхаться. Тогда мужчина бросился назад в вольер, неслышно подкрался к гепарду и забрал самого слабого зверька. Малыша тут же поместили под кислородную маску. Люди настроились на борьбу за жизнь крохотного гепарда, но анализы показали неутешительные результаты. У животного обнаружилась неизлечимая генетическая мутация. Такой сбой медленно и мучительно убивал гепарда, не давая ему шанса на нормальное существование. Мучить малыша никто не хотел, поэтому команда приняла нелегкое решение усыпить неизлечимо больного котенка. Когда Мелани проснулась и не обнаружила одного детеныша, она занервничала. Больше животное не спускало глаз со своих котят, всюду их сопровождало и не подпускало к ним людей. Остальные гепарды были на редкость крепкими и здоровыми. Так численность популяции пополнилась 4 активными зверьками. Пока действуют центры и программы восстановления видов, у гепардов есть шанс не исчезнуть с лица Земли навсегда. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.